Человек, с которым я сейчас буду встречаться, уникальный человек. Он уехал из Северной Кореи, у него там осталась дочь двухлетняя и жена. У меня закончились деньги, еда, и было нечем кормить дочку. Я пошел в лес собрать шишек, в них есть семечки, которые белки едят. Внезапно ко мне домой пришли полицейские, устроили обыск моего дома и сказали, что я краду имущество своей страны, ставя свои интересы выше общественных. Я сказал, все равно же они сгниют на земле, и не отдал им эти шишки. Они ответили, что вернутся позже. Люди мои, сегодня я встречусь и познакомлю вас с 3 людьми, которые смогли сбежать из Северной Кореи. Они все из разных семей по уровню достатка. Девочка Сон Мина, моя ровесница, она из бедной семьи. Папа у нее умер и содержала ее только мама, поэтому они реально иногда, чтобы пообедать, ходили в лес желуди собирать. Мадам Чи Юджин была северокорейской мажоркой, и пока народ вокруг варил кашу из травы, они ели чистый белый рис. По северокорейским меркам это примерно черная икра. Мужик Ханиё служил долго в северокорейской армии. Сбежав в Южную Корею, он даже нашел место около границы, откуда видно его бывший дом. В самом центре Сеула я решил сделать пранк. Я хочу встать посреди города в Олимпийке Северной Кореи. Тут даже флаг Северной Кореи есть, вот он. И просто посмотреть, как будут реагировать люди. У себя в Северной Корее все эти люди стали врагами народа. Северная и Южная Кореи формально до сих пор находятся в состоянии войны, поэтому я и представить не мог, что случится, если я появлюсь в центре Южной Кореи в форме Северной, при том, что флаг Северной Кореи официально запрещен в Южной. О, полиция едет, смотрите, полиция едет. Прям даже сирена включена. Южная Корея, куда переехали все мои герои, за последние 60 лет прошла охренительный путь от небогатой азиатской страны до одной из крупнейших экономик мира. Они находятся в топ-20. Находясь в Корее, ходишь и думаешь, как тут все классно, удобно и, главное, технологично организовано. И услуги, и продукты для людей. И, конечно, с одной стороны завидуешь, а с другой стороны понимаешь, к чему надо стремиться. Надо сказать, что у нас в этом смысле тоже есть примеры в этом направлении. Как, например, толковые ребята из Манго-страхования, о которых я вам уже рассказывал. Они создали очень крутую технологичную компанию, при этом отказались от бюрократической волокиты, офисов, агентов-посредников, в общем, всякой ерунды, которая тратила лишние деньги клиентов. При этом они создали очень классный онлайн-сервис, который позволяет быстро и просто выплачивать людям страховку. Каким образом он работает? Вот смотрите, во-первых, оформление страховки происходит онлайн, буквально за 5 минут, и страховка вступает в силу сразу же. Во-вторых, оплачивается она по ежемесячной подписке, которую можно отключить в любой момент, и обойдется она вам не дороже кофе в каком-нибудь модном заведении. В-третьих, любой вопрос решается просто по звонку или обращению в круглосуточный чат службы поддержки Манго. И сейчас это все особенно актуально, потому что очень много людей самоизолировалось в квартирах, в домах, на дачах. Соответственно, увеличивается нагрузка на домовые коммуникации и возрастает риск каких бы то ни было аварийных ситуаций. Поэтому даже если вдруг начинает что-то течь, вы звоните ребятам из Манго, они сами связываются с вашей управляющей компанией и вызывают необходимого мастера, который приходит и успокаивает и вас, и соседей. Кстати, это, пожалуй, самая заботливая страховая компания, которую я знаю, потому что прямо сейчас по акции Манго Помощь они готовы перечислять даже за нестраховые случаи до 4000 рублей. Если не верите, переходите по ссылке в описании, проверяйте. Кроме того, именно для вас, кто меня смотрит, до 31 мая по промокоду THELUDI первые 2 месяца подписки бесплатно. Поэтому, пожалуйста, друзья, пойдите, потратьте 5 минуточек, застрахуйте свою прекрасную квартиру от чего бы то ни было, и вот уже дальше смотреть YouTube. Мой отец работал на электростанции в Пукчхане. Пукчхан — это город в глубине Северной Кореи. Иностранцев туда не пускают. BBC писала, что рядом с этим местом северокорейцы испытывали баллистическую ракету. Поэтому, скорее всего, электростанция отца нашего героя находилась на секретном объекте. Он так хорошо работал, что дослужился до председателя. Но мой отец не смог вступить в партию, потому что у нас в Северной Корее есть понятие «база» — сонбун.
Санбун — это условно личное дело, которое северокорейские службы ведут с самого детства. Чем больше ты или твоя семья преданы режиму, тем Санбун лучше. И наоборот. Мой дед тайком немного помогал южнокорейским военным, когда они пришли. Поэтому никто из 5 братьев моего отца не мог вступить в партию. Отец пришел вступать в партию, и секретарь партийного комитета сказал ему, что его Сонбун плохой, что не позволит ему вступить в партию, и должность отдали другому работнику. Отец поссорился с тем секретарем. После этого вся его жизнь пошла под откос. Он только пил, так вот он жил. Для меня это очень плохое воспоминание, потому что отец и красавец был, и умница, и верен своей семье. И только из-за проблем с партией такой человек все потерял и спился. Маму бил, многое неправильно делал. Я тогда думал, ну зачем, почему он так? Но сейчас я понимаю, что правительство Северной Кореи погубило моего отца и разрушило нашу семью. Такой образ жизни привел моего отца к кончине. Он погиб пьяным под колесами машины. Пока на собаку реагируют активнее, чем на меня. Сразу поясню, корейцы мега скромные и скрытные, почти никогда не смотрят в глаза незнакомцам. Ты можешь идти петь песню Моргенштерна, они даже не обратят внимания на тебя. Но тут вот девчонки засмотрелись. Вот еще двое. Я решил сам обращаться к корейцам, показывал им телефон с переводчиком, где по-корейски написано, как пройти на синюю ветку метро. Sorry. Ага, вот она первая реакция. Я показываю им переводчик, где на корейском написано, значит, что типа как пройти к метро. Он просто поднял руку, типа пошел, типа, и пошел дальше. И он тоже был еще с одним дедулей, тоже развернулся, показал ему. Это только старшее поколение. Старшее, потому что они помнят войну Южной Кореи с Северной. Жестокость была с обеих сторон. И взрослые южане помнят методы, которыми северяне обращались не только с южнокорейскими военными, но и с теми, кто им помогал. Некоторые из тех методов северокорейское правительство до сих пор использует, только уже по отношению к своим. Как говорится, чтоб чужие боялись, своих посильнее бей. Когда мне было 10 лет примерно, я видела казнь выстрелом из ружья. Когда берут ружье и стреляют. Такую казнь я видела собственными глазами. Большинство рожденных в Северной Корее видели эти казни. Это же открыто происходит. Например, занимался ты незаконной торговлей или пытался сбежать. Они считают, что ты предал страну. Вы понимаете, о чем я? Поэтому для того, чтобы показать всем, что такие поступки являются плохими, казнят открыто. Когда я была маленькой, такие сцены пугали меня. То есть это фактически публичные казни? Да, в том районе, где я жила, в провинции. Там есть места, которые вмещают много людей. Например, это... Площадь? Кажется, это называется делопроизводственный центр. Там всех собирают от мала до велика. Это называется Инминбан. В каждом районе есть ответственный за тех, кто в этом районе живет. Так вот, он собирает по радио. Говорит всем собираться в определенном месте. Говорит, к которому часу всем собраться. Например, после полудня к 2 всем прийти туда-то. Там и начинается этот суд. Говорят, вот ты совершил то-то и то-то, поэтому мы тебя публично казним. А потом начинается сама казнь. Человека привязывают к дереву. Это на улице? Да, на улице. На улице. Так, после того, как человека привязали, выходит 7 человек-солдат. Каждый держит по одному ружью. Они заряжают по одной пуле. Эти люди же 7 пуль получили. Кому-то в голову стреляют, кому-то... Ну, у каждого свое место есть, говорят. Поэтому вот так. 7 выходят и стреляют. В провинции Янганда, о которой рассказывает Санмина, родился великий вождь Ким Чен Ир. По официальной версии Северной Кореи, в момент его рождения на небе появилась двойная радуга и загорелась очень яркая звезда. Это не преувеличение и не метафора, так реально написано у них в учебниках. А родился он типа возле самой высокой и почитаемой горы Северной Кореи. Почему именно эта гора пользовалась авторитетом еще до того, как там родился великий вождь, я не знаю, но это реально рассказывают детям в школах на уроках истории. В Северной Корее
Дети с детства, с детского сада до школы, только об этих людях мы все учим. О кимах. Постоянно. Были кимы, они зажгли огонь, они научились обрабатывать камень, с японцами воевали и изобрели способ приближения чего-либо находящегося далеко, сокращая землю искусством даоса. Это информация, которую с рождения до смерти всем втолковывают. Когда Ким Чен Ир умер, люди восприняли это, как будто Бог умер. Вообще, в Северной Корее Ким Чен Ир — это божество. Люди думали, неужели божества тоже умирают? Думали так, в обморок падали. На самом деле Ким Чен Ир родился в селе Вятское в Хабаровском крае в СССР, и при рождении его назвали Юрием Ирсеновичем Кимом. Его отец, Ким Ир Сен, в тот момент был простым капитаном Красной Армии, и только потом советские власти решили сделать его президентом вновь образованной страны. Руководство Северной Кореи, конечно же, это знает, но рассказывать своему народу, что их страна появилась благодаря какому-то Советскому Союзу, невыгодно. Царь и бог должен быть один, никаких наставников. Именно поэтому Северная Корея десятилетиями стирала с исторических фотографий представителей СССР, которые появлялись рядом с Кимами. Вся история 40-х годов переписана, все советские генералы убраны. Есть фотография, где Ким Ир Сен с орденом Красного Знамени. Орден Красного Знамени тоже убран. Давайте, да вы что, серьезно? Да, давайте я сейчас найду. Одна из самых знаменитых фотографий Ким Ир Сена — это 14 октября 1945 года. Здесь, соответственно, будущий великий вождь с орденом. Рядом с ним стоит майор Михаил Кан. Сзади него стоят генерал Лебедев, Романенко и Чистяков. Тройка самых больших генералов времен советского правления. Обратите внимание на флаги сзади. Флаг сзади советский флаг, и рядом с ним стоит традиционный корейский флаг великих начал, который нынешний южнокорейский флаг, потому что южнокорейцы его сохранили, а северокорейцы поменяли. Значит, как это все теперь выглядит в Северной Корее? Выглядит это вот так. Вообще никого. Да, никого нет, и обратите внимание, что нет и ордена на груди у Ким Ир Сена. Фотография носит следы сильнейшей ретуши и в таком виде публикуется где-то с 70-х годов. Потому что ему же даже трибуну пододвинули. Да, нарисовали вообще. Скорее всего, она нарисована. Вырезали с фотографий не только деятелей Советского Союза, но и корейцев, которые в какой-то момент начали не соглашаться с партией и которых репрессировали. Суть системы в том, что если кто-то вел себя неправильно и в какой-то момент поссорился с Ким Ир Сеном и был репрессирован, то этого человека неправильно изображать рядом с вождем. Потому что тогда это показывает, что вождь мог принять неправильное решение. Ну и, по крайней мере, напоминает, что когда-то эти люди были влиятельными. Поэтому на фотографиях делается вид, что таких людей никогда не было. О, полиция. Ну-ка, полиция. Спрошу полицию. I'm sorry. Myeongdong station? This way. 6. Exit 6. 6 exit? Grass? Yeah. Okay. There is. On the left. Right. Right. Yeah. Okay, thank you. Thank you very much. Полицейский не видит, что мы их снимаем, но четко видит, во что я одет. Вот момент. Полицейский прям опускает глаза на флаг Северной Кореи у меня на груди. Прикольно. Я, к полицейским подошел, спросил, где станция метро. Долго с ними, тер. Он объяснил, что, направо. Долго она мне объясняла, но в конечном итоге мужик прям посмотрел, увидел, вот прям сюда посмотрел, мужик полицейский на флаг. И такой, пошел дальше. Вообще похуй. Полицейский. Когда подъезжала еще одна полицейская машина, она включила сирены, но тоже проехала мимо. Я решил действовать активнее. Купил в магазе доску. Сейчас я напишу на доске Free Hugs, бесплатные обнимашки, и буду стоять в форме Северной Кореи здесь, в самом центре Сеула, Южной Кореи. Посмотрим, как они отреагируют. Через несколько минут из ниоткуда... Бля, все, ты реально тут встал? Интересно. Приехал черный джипан, просто посреди пешеходной улицы встал. И главное, человек сидит внутри и не выходит.
Люди, каждый раз, когда я возвращаюсь из путешествия какого-нибудь, это, как правило, типа 1 или 2 недели съемок с утра до вечера, я себе обещаю, типа, вот сейчас поваляюсь, почилю, типа, 1-2 дня. И никогда, ни разу в жизни у меня еще так не получилось, потому что ты приезжаешь, надо тут же все отсматривать, изучать материалы, писать текст, монтировать. Куча времени, как правило, около месяца у меня в общей сложности уходит на все про все. При этом, ну, как-то отвлекаться вообще от всей этой жести надо, при том, что сейчас еще куча всяких негативных новостей. Мой любимый способ — это читать книжки. Причем я обожаю читать в ванной, поэтому мое приложение — это Litres. С ним у меня всегда с собой несколько интересных и полезных книг, а в них все: и свежие идеи, и вдохновение. В общем, все то, что позволяет тебе превознестись вообще над ситуацией и как-то вообще почувствовать себя человеком. Что вообще такое Litres? Это приложение Litres читай и Litres слушай. Внутри удобная разбивка по жанрам, популярному и новинкам, очень подробный раздел «Что почитать», где можно найти всю информацию об актуальных скидках и акциях на книги, а еще можно подобрать литературу по понравившейся цитате. Здесь вы найдете больше 1 миллиона книг. Самые свежие новинки выходят еще до того, как они появляются в книжных магазинах. К тому же в Litres множество полезных инструментов, синхронизация книги на разных устройствах, возможность ставить закладки, делать пометки и многое другое. Словом, советую, скачивайте приложение Litres читай и Litres слушай, ищите новинки, многие из которых на Litres выходят эксклюзивно. Особенно рекомендую аудиокнигу Людмилы Улицкой «Чума». Это о том, как предотвращали эпидемию чумы в декабре 1939-го. Также рекомендую книгу ирландской писательницы Салли Руни. Ее сейчас, знаете, называют типа Селлинджер для миллениалов. Так вот, по промокоду PEOPLE вы получите книгу бесплатно из моей подборки, а также скидку 25% на весь ассортимент. Поэтому оставляю промокод и ссылку в описании к этому ролику. И помните, в любой непонятной ситуации с Litres сила книг в ваших руках. У нас не было такого зверя, которого мы не ловили. Мыши, змеи, всех ловили и ели. Лягушек — это вообще деликатесом считали. Лягушку поймать и съесть. Хэн Йо служил в армии Северной Кореи офицером. После завершения службы государство обычно обещает помогать военным едой, жильем, деньгами. Я был всем сердцем верен правительству. Приехать в Южную Корею, да я даже представить себе такое не мог. Находясь на военной службе, я думал, что надо придерживаться курса Ким Чен Ира. Но когда я вернулся с военной службы в Северной Корее, это была каменная эпоха. Тем не менее, надо было жить и как-то питаться, потому что у меня ребенок был. Я тоже подобрал несколько шишек и принес домой. Но внезапно правоохранители, здесь их называют полицейскими, устроили обыск моего дома и сделали вывод, что я 100% не только собрал опавшие, но и своровал соседские шишки. Я спросил, почему? Я же не украл их. Они сказали, что я краду имущество своей страны, ставя свои интересы выше общественных. Я сказал, все равно же они сгниют на земле, их выкинут. Я сказал, что у меня ребенок, мне его надо кормить этими шишками. Я им сказал, что шишки не отдам. Они ответили, что вернутся позже. Хэн Йо планировал продать эти шишки в местный магаз. Они эту муку там добавляли в выпечку. Но оказалось, что полицейские на эти шишки тоже рассчитывали. Они сдавали их в пивнушку за алкоголь. В итоге они снова появились у меня дома где-то часа в 2:30 ночи впятером, эти правоохранители. Но шума было, как будто свалилось что-то. И жутко пьяные. И снова требовали шишки. У нас есть такая пословица. И дождевой червь извивается, если на него наступишь. Даже у самого маленького насекомого есть своя храбрость. Без этих шишек моя семья бы голодала. Меня ударили. В результате завязалась драка. Там их 5 было. Мы подрались, они били меня по рукам. Я тоже отвечал и так далее. В итоге дошло до очень крупной драки. Я тоже от всей души дрался, и мне сильно досталось. От 5 человек сильно можно получить. Я кричал, требовал мои шишки. В итоге, после всего этого, ко мне домой приехали из Центральной управы, из Пхеньяна. Приехали и начали расследование. Я родилась в богатой семье. В связи также с моим знатным происхождением, меня потом отправили в Пхеньян. Там я служила в военном отряде Хависаренбу. По-английски отряд называется Supreme Guard Command. Что-то вроде нашего ФСО, который охраняет президента. Вот эти чуваки, бегущие за лимузином Ким Чен Ына, и есть Supreme Guard Command. Охраняет всю президентскую семью. Это самое элитное подразделение охраны в Северной Корее. В нем 3 боевые бригады, несколько подразделений телохранителей, строительный батальон, собственная клиника. Чи Юджин работала в ней медсестрой. Есть же высокопоставленные лица, генералы.
которые самого президента охраняют. Например, главы, руководители. Вот их я и лечила. Когда мы поступали на работу в Хависаренбу, нас учили первым делом, что информацию о другом человеке, так сказать, личную информацию, знать не нужно. Даже если вам ее кто-то пытается сообщить, то не принимать. Если спрашивают, то не отвечать. Основной принцип тайны. Я знаю, что когда я там была, около 100 тысяч человек оставалось людей с особым статусом. Военные, которые обычно с 17 лет служат, они чувствуют себя там абсолютно как в тюрьме в течение 10 лет. И причина того, что северокорейское правительство их там так мучает, только одна – боязнь того, что они убегут. На самом деле среди 17-летних, 20-летних больше всего побегов. У них возникает дистрофия и другие заболевания. Гепатит, анемия. Этими заболеваниями они часто болеют. Южная Корея, международные организации нам отправляли гуманитарную помощь, еду, гигантскими объемами. Но мы ее ни разу не получали. Среди тех, за лечение которых лично я отвечала, их лечение было на фантастическом уровне. Куда вся гуманитарная медицинская помощь ООН идет? Это же все ООН завозит. Вот им и идет. В элитное подразделение Чуюджин попала благодаря своему папе. Он был высокопоставленным чиновником с хорошим санбуном, а еще очень богатым. Угадайте, чем он зарабатывал? Например, в каком-то доме однозначно используют южнокорейские товары. Мой отец ходил на такое дело. Говорил: ну что будете делать? Мне надо меры против вас принять. Они говорили: пожалуйста, спасите, мы деньги заплатим. Прямо тыкали деньгами в него, взятками. Да, друзья, разбогатеть в таком режиме можно только на взятках. У отца Чуюджин был целый прейскурант взяток. Их платили люди, у которых дома нашли что-то запрещенное. Например, во времена моего отца, если пользовался южнокорейской рисоваркой, и это открылось, то около 600 тысяч. Например, рис в Северной Корее стоит 5500 вон за 1 килограмм. Это выходит 100 килограммов. При этом официальная зарплата даже на госслужбе составляет 130 вон северокорейскими деньгами. Но если взять, что леденец стоит 500 вон, то получается, что на зарплату-то даже конфетку не купить. Но на взятках удавалось подняться прям так нормально. Когда другие люди кашу ели, мы ели белый рис. В дни национальных праздников мы ехали в деревню, кололи барана, разделывали, делали барбекю. Например, в школе я была как принцесса тогда, потому что в школе тебя тоже определенный учитель контролирует. Например, в школу надо приходить к 7:40, потому что в 8:00 уже уроки начинаются. А я, например, приходила в 8:30. Сумку схватила, прибежала, спала, играла, гуляла. Никто из училок мне и слова не сказал ни разу, что я прогуляла или там еще что-то. С оценками также, честно говоря. До 2 класса я своими силами училась, получала высокие баллы. Потом с 3 класса папина репутация за меня училась. Я даже экзамены-то не сдавала, все равно 5 выходили. Когда я была в средней школе, то очень же хотелось надеть мини-юбку. И краситься тоже очень хотела. Но сережки срывали, с ушей. Поэтому вообще никак не могла носить. И холодильник был у нас, и телевизор, холодильник, телевизор, аудиомагнитола, CD-плеер. В Северной Корее пользуются CD-плеерами, некуда там флешки вставлять. Но не было стиралки. Из-за перебоев с электричеством мы не могли ее использовать. Компьютеров еще не было тогда. Телефоны были мобильные, а также стационарные. Все, что нужно было. Если бы того самого военного Ханиё нахлобучили хотя бы за рисоварку, наверное, было бы не так обидно. Из-за украденных шишек к нему пришли в итоге с обыском. Они весь дом перевернули. Несколько метров нашего дома и посуда, кастрюли. Все было испорчено. Так несколько дней они проводили обыск, а потом протянули мне документ со словами «подпишите». Я посмотрел, что там написано, и увидел формулировку о том, что я оказал препятствие государственным служащим при исполнении, а также о том, что я организовал народный мятеж, а в Северной Корее это смерть. Просто сразу смерть, даже без вариантов. И тогда я подумал, что в течение 10 лет я верой и правдой служил северокорейскому режиму, не жалея живота, и теперь должен умереть из-за того, что шишки подбирал, чтобы не умереть с голоду. Это было острое чувство предательства и обиды. Я думал, и зачем я это правительство поддерживал, для чего? У меня-то что осталось? Подобных мыслей у меня было много. Я сказал, что ничего подписывать не буду. Сказал, что ничего не сделал. Тогда буквально за 15 минут понял, что так жить не смогу. Умру в конце концов. Что надо бежать.
Вы спросите, как вообще полицаи узнали, что мужик набрал шишек в лесу? Дело в том, что доносить друг на друга в северокорейском обществе учат с детства. Эти шпионы никому не известны. Имена их держат в тайне. Вот они и доносят. Много доносят. В полиции они говорят, что я слышал, как у нас в доме говорят то-то и то-то. Или говорят, что, кажется, смотрели такой-то фильм. Я тоже, когда была маленькой, смотрела южнокорейские драмы. Смотрела вместе с подругой, и она на меня донесла. Меня тоже поймали. Поймали. Несколько дней проводили расследование. А потом мама с папой с помощью взятки, дали взятку, и меня выпустили. Слушай, например, вот я шпион, и я сдал кого-то. Что мне за это будет? Денег получит человек? Да нет, денег не получают. Но, скажем, их могут отправить на хорошую работу или... они думают, что меня повысят, поэтому и делают так. Жизнь в семье самой Санмины началась, когда у нее умер папа. У мамы начались проблемы со здоровьем. Денег в семье почти не было, и она искала, как подзаработать. Была девушка из нашего района, с которой мы вместе посещали уроки гитары. Она предложила мне с ней вместе заняться торговлей. Она сказала, что только за 3 месяца работы можно заработать очень много денег. И я, конечно, ей поверила. Мы вместе с ней уехали, а путь наш, оказывается, лежал в Китай. Я даже не знала об этом. Утром на рассвете я вышел из дома. Тогда дочери 2 года было. Я жену и дочь взять с собой не мог, потому что если бы вместе нас поймали, то убили бы всех. Я подумал, что лучше тогда я попробую, и если у меня получится, то потом я заберу дочь и жену. Но до сих пор я их не смог забрать. Я же исчез. Поэтому к моей жене каждый день приходили, спрашивали, куда он делся. Потом она куда-то переехала. Из-за того, что я совершил преступление, правительство Северной Кореи могло выгнать куда-то мою семью, как семью преступника. Или они сами переехали действительно, я не знаю. С тех пор, как я приехал, ни на минуту я не забывал о своей дочке. Если поехать в Канвондо, то оттуда мой дом видно. Прямо передо мной открывается вид. Дом, в котором я жил, там виднеется. Каждый праздник осени я езжу туда и там плачу из-за дочери. Наплачусь и возвращаюсь назад. Короче, тут прикольная система на площади. Значит, она снимает одну точку, туда выходят люди, и их выводят на огромный экран, на всю площадь. Когда я туда вышел, экран выключился. Да, я не знаю. Честно скажу, 100% я не смог выяснить. Но мне показалось, что это совпадение. Периодически на этом же экране включают еще и рекламу. Даже местный сумасшедший меня стороной обошел. 5 минут никаких обнимашек, 10 минут ни одной обнимашки, 20 минут. Thank you. Thank you very much. Thank you. Wait. А вы откуда? Сингапур. Мимо идет группа стареньких корейцев. Бабулечка, может быть, обнимемся? Бабулечка, давайте, что? Кудряшка мимо пошла. Корейский дедуля посмотрел так, то ли въебать не хотел, я что-то не понял. В Северной Корее вечером опасно одной ходить. И детей тоже очень много продают. Ну и я тоже, в конце концов, так же попалась. Когда мне предложили работу, я думала, что только 3 месяца поработаю и вернусь домой. Из-за того, что в семье толком некому было работать, и так болеющей маме Сонмины становилось только хуже. Тогда девочка решила согласиться на предложение подруги поехать в какое-то место. Куда именно, подруга не объясняла. Мы вышли вместе с моей подругой и перешли через реку. Вода вот до сюда доходила. Там даже не поплывешь. Пешком шли. Пешком? Да, вместе, держась за руки. Очень маленькая речушка была, и там уже нас ждал брокер. А что, там солдат не было? Почему? Были. Но мы вечером пошли. Там даже лунного света не было. Вообще, если на границе попасться, то по тебе могут выстрелить. Мы с подругой договорились, что если будет падать свет, то надо опускаться под воду. Большинство таких, как я, в Китае ни слова не могли сказать. Не знали, куда их отправят. Их селили в дом к мужчинам. Они были молоды, не могли говорить по-китайски, детей рожали. Каждый день они терпели побои мужей. Таких много. Сейчас тоже. Вот, например, со мной учится одна. Ей уже, кажется, около 25 лет, ее ребенку уже 8. Так ее продали замуж несовершеннолетней, когда ей было 17. Она родила нежеланного ребенка. Поэтому я и говорю, что люди лишены прав.
Просто людей как вещи продают, отправляют неизвестно куда. Когда мы начали говорить о том, к какому мужчине попала сама Санмина, ей стало неудобно. Скорее всего, самую жесть она, конечно, не рассказывала. Я понимаю ее, она девочка. По ее версии, ее не успели продать, она попала в семью, которая приняла ее как дочь, а потом отпустила. Я, честно, не стал ее пытать, потому что, там явно была какая-то жесть. Причина, по которой я бежала из Северной Кореи, просто мой отец умер. Я была в Пхеньяне, и внезапно мне из дома позвонили. Сказали, что отец сильно болен, сегодня-завтра его не станет. Тогда я впервые домой приехала, за 6 лет. Это уже не квартира была. Они переехали в какое-то помещение, там жили. Типа подсобки для охраны, крошечная. Так я почувствовала, что в родительский дом я больше не могу вернуться. А в больнице за каждый шаг надо было платить. Когда увидели, как мы теперь живем, то нас там с поклонами больше уже не встречали. Поэтому я просто бросила все и сказала отцу, что уеду. Он сказал нет, возвращайся в Пхеньян. Ну, я тогда деньги собрала и ушла из дома. Мне так тяжело было, я даже таблетки приняла, хотела умереть. Но потом подумала, что в последний раз сражусь с этой властью. Так я подумала. Обратилась к мафии, к бандитам. Случайно. Я сказала, что тут жить не смогу, надо в Китай. Но и просто за руку, взявшись с одной женщиной, я сбежала. Где-то 2 года назад это стоило 12 миллионов вон. А сейчас из Северной Кореи попасть в Южную стоит 18 миллионов вон. Thank you. А вы откуда? Из Кореи. А из какого города? Инчон. И что, вам не важно, что вот на мне сейчас северокорейский флаг? Нет, мне все равно. А почему? Потому что та Корея – это та же страна. Я думаю, мы одна страна. Sounds really great. Yeah, very happy. Thank you very much. Thank you. О, я растаял. Кореянка меня обняла. Говорит, какая разница, Северная или Южная Корея? Мы одна страна, мы одни люди, мы один народ. Thank you. You come from? А вы откуда? Отсюда. From here, from Seoul. Yeah, you don't care that I wear the... Вы заметили, что на мне северокорейский флаг? You didn't see it. Thank you very much. Подарил мне бутылку, напиток какой-то. Он точно не отравленный, потому что упакованный. Oh, thank you. А вы откуда? Из Кореи. Which city? Какой город? Пусан. И что, тебе все равно, что на мне флаг Северной Кореи? Мне все равно. Почему? Потому что ты просто человек, а не флаг. Короче, я простоял на улице примерно 2,5 часа, меня обняло в общей сложности около 16 человек, и только 4 из них были корейцы. Я не могу сказать, что это много, потому что очень много корейцев смотрели, читали, смотрели потом выше на флаг, на меня и отводили глаза. Особенно так делали, конечно, взрослое поколение. Но все-таки 4 ребята обняли меня, и я их целенаправленно даже спросил: вы обратили внимание, что у меня здесь флаг Северной Кореи? И они говорят: ну да. И один парень сказал мне такое, что мне вообще не важно, кто ты, откуда, какое это имеет значение. Ты человек, ты отдельный конкретный человек. И это на самом деле очень сильно, потому что это самое сильное, когда твой мозг вообще не зависит ни от того, что показывают по телевизору, ни от того, что ты наслушался вокруг. Когда твое мнение формируется не из-за того, что ты видишь по телеку, не из-за того, что ты слышишь, что говорят вокруг люди. Когда у тебя есть четкая своя структура, это самое сильное. Круто, что у них это есть. Сон Мина сегодня учится в одном из самых престижных университетов Сеула, а мадам Чи Юджин занимается в Южной Корее вопросами безопасности и охраны труда тех, кто сбежал из Северной Кореи. Сейчас она беременна. А Ханьё работает на радио, которое вещает за свободную Северную Корею. Он пытается улыбаться, но все его движения безумно нервные. Честно сказать, никогда никому такого не пожелаю. Сейчас моей 2-летней дочери уже 7 или 8. Возраст, когда дети идут в школу. А я не смог ей купить даже ни одного школьного портфеля. Не смог купить одежду. Приехав сюда, я увидел, как много здесь красивой одежды. Дети маленькие на автобусах ездят в красивой форме. И каждый раз, когда я это вижу, я думаю, что если бы со мной была моя дочь, она бы тоже могла так. Это мои угрызения совести, что я не смог до сих пор ее сюда привезти. И в последнее время, погруженный в эти угрызения, я понял, как тяжело жить с ними. Мне тоже тяжело. Очень. И я принял решение жить не угрызениями совести,
а до того дня, когда я ее встречу. Я буду жить хорошо и усердно, и предстану перед ней здесь, в Южной Корее, настоящим крепким отцом.